Добрый день, меня зовут Луценко Валерий, я технический директор компании Новосвит. Сегодня я хотел бы рассказать вам об обратно-осмотических системах Litec Aqua. Сейчас я бы хотел поговорить больше о комплектации установки, так как о технологии обратного осмоса очень много написано в интернете, эту информацию вы можете найти. Хотел бы рассказать о комплектации этой установки. Эта установка собрана на нержавеющем каркасе, это большое преимущество установок, которые работают с водой, потому что постепенно установка, ее каркас может корродировать. С нержавеющим каркасом так никогда не случится, в отличие от каркаса из черного металла, покрытым порошковой краской. Таким образом, установка всегда сохранит свой хороший внешний вид и хорошее качество. Сердцем этой установки является насос высокого давления Lavara. Это итальянский насос промышленной линейки. Они очень надежные, могут работать на протяжении многих десятилетий. Мозгом установки является вот этот вот контроллер, который разработан инженерами нашей компании. Это специальный контроллер для обратно-осмотических систем, который является многофункциональным. В этом контроллере заложен алгоритм работы установки обратного осмоса. Таким образом, установка может видеть разные режимы, режим сухого хода для того, чтобы не сжечь насос. Она может контролировать высокое давление установки, чтобы не лопнул трубопровод. Она может работать от сигналов разных внешних, стыковаться с разным оборудованием. Это сверхнадежный контроллер, тоже промышленного образца. Он работает очень надежно. Таким образом, можно быть уверенным в том, что установка не даст какой-то сбой, а это очень важно в промышленных процессах, так как любая остановка либо авария приводит к очень большим затратам на производстве. Также вот мы видим здесь по комплектации фитинг, ПВХ фитинг испанского производства, очень качественный, он выдерживает очень высокое давление и на протяжении долгих лет служит, он не трещит, не ломается. Это очень надежный фитинг. Здесь установлен соленоидный клапан, это итальянской компании SEME. Соленоидные клапана здесь в установке предназначены для циклов промывки. Мембраны этой установки мы всегда используем компании Toray. Это японская компания, которая рекомендовала себя на рынке производства мембранных элементов. Вообще, в принципе, мембрана является основным элементом установки обратного осмоса. От того, какого качества мембрана, зависит не только то, сколько она даст воды, не то, какого качества она будет давать воду. Еще очень важным является то, как мембрана будет отмываться после многих циклов работы в процессе сип-мойки. Дешевые мембраны, они изначально стоят недорого, но когда вы начинаете через 500, 1000 часов работы промывать дешевую мембрану, ее производительность и качество ее очистки не восстанавливается полностью. Если использовать мембраны компании Toray, то вы можете быть уверены, что на протяжении многих лет эта мембрана будет вам служить долго, давать качественную воду и постоянно после сип-моек восстанавливать свою работу до тех показателей, которые были изначально в этой мембране. Эта установка производительностью около 2 тонн воды в час. Здесь мы видим по комплектации, она укомплектована 3 ротаметрами. Это ротаметр пермиата, уже очищенной воды, ротаметр концентрата. Это вода, которая сливается в процессе очистки, и ротаметр рецикла. Хочу немного остановиться на вот этом вот ротаметре и узле рецикла. Некоторые компании не устанавливают на установке обратного осмоса этот ротаметр и узел, хотя он очень важен в процессе эксплуатации установки. Этот узел сделан для того, чтобы сделать
большую скорость вдоль мембранного волокна, и это залог того, что мембрана не будет быстро загрязняться в процессе эксплуатации. Здесь установлены краники, которыми можно регулировать потоки и увеличивать, например, вот этим вот краном увеличивать, закручивая его, увеличивать давление в модулях. Вот этот вот кран регулирует поток рециркуляции внутри установки. Данная установка это серийный образец с производительностью 2 тонны в час. Также наша компания производит несерийное оборудование. Например, если на производстве у вас мало места, либо если эту технологию обратного осмоса нужно соединить с другой технологией, например, ультрафильтрации, и это все нужно сделать на одном каркасе и максимально компактно, то мы делаем несерийное оборудование. Это оборудование проходит сначала стадию 3D моделирования. Технологи разрабатывают технологический процесс, технологическую схему, потом согласно этой схеме делается 3D модель установки. Очень важно в производстве несерийного оборудования, чтобы это оборудование проходило 3D моделирование, потому что если не моделировать изначально эту установку, то может получиться так, что она получится менее компактная, будут какие-то неудобные расположения узлов, ее будет хуже обслуживать. Например, вот эта установка сконструирована на каркасе, который находится внутри всего оборудования. Для того, чтобы ее обслуживать, есть максимальный подход к каждому узлу. Если нужно что-то там заменить, либо там проконтролировать, либо подрегулировать какие-то датчики, инженер всегда может подойти с любой стороны и иметь всегда доступ к любому узлу этой установки. По любым вопросам конструирования оборудования очистки жидкостей обращайтесь в компанию Novosvit. Наши контакты вы можете найти под этим видео.